В этом видео под названием «Типы вентиляционных систем» мы рассмотрим 4 основных вида вентиляции. Естественная вентиляция и канальные вентиляторы. В каждом помещении здания проделывается отверстие в стенах или в окнах. Это делается для того, чтобы дать возможность воздуху свободно попадать в здание и выходить из него благодаря ветру снаружи. Этот процесс называется сквозным проветриванием. Кроме того, вентиляторы во влажных помещениях, таких как ванные комнаты и кухни, удаляют влагу от источника ее появления. Такие вентиляторы имеют прерывистый режим работы, потому что они работают только в течение коротких промежутков времени, когда в помещениях есть какая-либо активность. Обычно они запускаются с помощью выключателя света. Когда вентиляторы останавливаются, остатки влаги удаляются за счет сквозного проветривания. Знаете ли вы, если находиться в помещении со сквозным проветриванием, с одной стороны вы будете чувствовать поступающий поток холодного воздуха, а с другой стороны нет, потому что наружу выходит уже нагретый теплый воздух. Так все и должно быть. Если вы закроете вентиляционные отверстия, вы не только остановите процесс вентиляции в этой комнате, другие помещения также ощутят на себе последствия. Если вентиляторы работают плохо или если вы их выключили, влага, которая должна выводиться наружу, будет подхвачена потоком воздуха от сквозного проветривания и проникнет в другие помещения в доме. Оседая в виде конденсата на холодных поверхностях, влага становится причиной появления плесени. Пассивная естественная вентиляция. Представьте себе трубу, идущую из влажного помещения на крышу здания. Вот вам и пассивная вентиляция. Она замещает вытяжные вентиляторы и не требует энергозатрат для удаления влаги от источника ее появления. Поскольку в этой системе нет подвижных элементов, ей практически не требуется техническое обслуживание. Как и в случае с естественной вентиляцией, в каждой комнате проделываются отверстия, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Исключение составляют помещения, где находится вытяжка. Пассивная вентиляция работает так же, как обычный дымоход в камине. То есть создает тягу за счет вытягивания воздуха ветром в верхней части дымохода и разницы температур снаружи и внутри. Это называется термическая тяга. Знаете ли вы, работа пассивной вентиляции зависит от силы ветра и разницы температур. Это значит, что даже при грамотном проектировании в случае изменения ветра и температуры снаружи система будет работать не самым лучшим образом. Кроме того, система пассивной вентиляции работает при очень низком давлении. Это значит, что если закрыть вентиляционное отверстие или неверно спроектировать и установить вентиляционную трубу, это быстро скажется на ее работоспособности. Механическая система вентиляции. Такие системы используются для постоянного удаления воздуха из влажных помещений и притока воздуха в сухие помещения через отверстия в стенах или окнах. Эта система похожа на систему пассивной вентиляции, но удаление воздуха осуществляется с помощью вентиляторов. Можно установить отдельную систему в каждом влажном помещении, тогда это децентрализованная механическая вентиляция. Или же можно использовать центральный вентилятор. Такая система называется централизованной механической вентиляцией. Идея в том, что постоянный и стабильный отток воздуха из здания создает постоянный и стабильный приток. Поэтому такая система крайне надежна и может использоваться для вентилирования разных типов зданий. Знаете ли вы, при вводе системы в эксплуатацию необходимо, чтобы она отвечала нормативным требованиям по объему удаляемого воздуха из каждого влажного помещения. Этот показатель также проверяется при техническом обслуживании системы вентиляции. Необходимо выделить время и ресурсы на то, чтобы правильно настроить и ввести в эксплуатацию систему вентиляции. Механическая вентиляция с рекуперацией тепла. Система механической вентиляции с рекуперацией тепла обычно представляет собой большой централизованный блок, удаляющий воздух из влажных помещений и подающий свежий воздух в остальные части здания через сеть воздуховодов. Поскольку система спроектирована таким образом, чтобы подавать столько же воздуха, сколько удаляется, она называется сбалансированной. Система механической вентиляции с рекуперацией тепла не только обеспечивает хорошее качество воздуха в помещениях, как и прочие системы, но и позволяет использовать тепло, которое могло бы быть потеряно при воздухообмене. Удаляемый загрязненный теплый воздух передает свое тепло поступающему холодному свежему воздуху, и таким образом приточный воздух нагревается. Это происходит в теплообменнике внутри вентиляционного блока. Механическая вентиляция с рекуперацией тепла часто используется в энергоэффективных зданиях, чтобы обеспечить сохранение тепла.
Знаете ли вы, чтобы в полной мере ощутить выгоду от системы с рекуперацией тепла, здание, в котором установлена система, должно быть герметичным. В противном случае при значительных утечках тепла потенциал системы в области экономии энергии реализовать не удастся. Кроме того, по сравнению с другими системами, рекуператоры тепла требуют немного больше внимания. Например, они оснащены фильтрами для защиты теплообменника и воздуховодов, а также контроля состояния приточного воздуха. Если за ними не следить, пострадает работоспособность системы и снизится качество воздуха, поступающего в помещение. Как и в случае с механической системой вентиляции, необходимо выделить определенное количество времени и ресурсов на то, чтобы должным образом установить и ввести в эксплуатацию данную систему. Подведем итоги. Вентиляция – это неотъемлемый элемент успешной или неудачной эксплуатации зданий. Какой бы тип вентиляции вы ни выбрали, важно понимать преимущества и недостатки разных систем с учетом особенностей вашего проекта, независимо от того, строите ли вы что-то новое, осуществляете плановый ремонт или решаете локальные проблемы в существующем здании.